Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня тема нашего ролика опять голубика. Как видите, у нас голубички завязалось достаточное количество ягодок, все вроде как бы прекрасно, как бы не все прекрасно со стволами, но это отдельная тема. Но ягодок много, все, но листики мне, в общем-то, не нравятся. То есть проявляется какой-то хлороз, и причем он присутствует даже, сейчас покажу, вот на новых побегах образуемых. То есть голубике не хватает явно, предположительно, железа. Почему предположительно? Потому что может не хватать магния, но это очень редкий случай. Да? Кислотность мы постоянно поддерживаем, все в порядке. И чего-то не хватает. Сейчас я вам хочу рассказать, как избавиться от хлороза один раз и навсегда. То есть не то, чтобы вы вводили это железо постоянно в виде хелатов, каких-то сульфатов, там еще, а чтобы один раз в почве оно осталось навсегда. И для этого нам понадобится очень нехитрая штука. Это старые ржавые гвозди. Они должны быть очень сильно такие ржавые. Лучше, чтобы они были прокалены в печке. Если у вас есть гвозди, добытые из золы, это вообще идеальный вариант. Что мы делаем? Мы берем наши гвоздики, да, и вот у нас растет голубичка. Мы прямо сюда их просто загоняем. Ну, естественно, лучше загнать их туда поглубже, не копая, потому что микоризу, чтобы мы не нарушили корневую систему. И где-то, я думаю, на один куст, десяток таких гвоздиков вставленных вполне достаточно. Вот они ржавые, мы их сюда загоняем. Что будет происходить дальше? Всякий раз, когда вы будете подкислять голубику, ржавчина будет переходить в соли железа. И эти соли железа будут впитываться корнями. То есть, независимо от того, польете вы их каким-то хелатом там, и так далее. Естественно, что голубичку вы будете подкислять, да, и кислота будет реагировать. Даже если вы не будете подкислять голубику, то очень много, в принципе, всяких бактерий, та же микориза там и все, образуют кислоты. Сама же голубика в почве образует кислоту при реакции корней с удобрениями. То есть она отбирает свои ионы, остается кислота, которая будет реагировать с этими гвоздиками нашими. И опять-таки это железо будет туда. Естественно, гвозди не один десяток лет будут там потихоньку растворяться. И они будут давать нам жить. Вот эти новые побеги пошли, вот маленькие. И будут обеспечивать нам достаточное количество железа. И причем даже не только железа, поскольку в гвоздях, в любой стали присутствуют еще какие-то лигирующие добавки, марганец, молибден, хром, ванадий, там еще что-то. Если старый гаечный ключ, там будет хром, ванадий, допустим. То есть в разных марках стали есть что-то другое. И, в общем-то, все кислоты, которые в почве постоянно содержатся, почва — это огромная химическая лаборатория, она их будет преобразовывать. Они будут ржаветь и давать, в общем-то, очень хорошую подкормку. Поэтому ставим лайки, обсуждаем это все. Надеюсь, что у вас голубичка будет здоровая, будет давать хорошие ягодки, хорошие урожаи. Всем до новых встреч!